Вот, сейчас я немного на зарядку поставлю этот телефон и начнем, собственно говоря, эту рубрику. Ой, это у нас Зена иногда скулит во сне. Нужно бывает ее успокоить. Итак, для чего я снимаю такие видеоролики? Во-первых, много людей, которые новички, они не знают, с чего начать, как начинать, какие ритуалы существуют, ну, например, для их проблемы, да, для решения их проблем. Вот, когда люди делятся результатами, кто-нибудь услышит, вот совпадет с его проблемой, запишет название ритуала, найдет и проведет. И, собственно говоря, решит свою проблему. Далее хочу вам сказать следующее. Поскольку нам пришлось одно время закрыть канал, ну, чтобы канал не слили, да, чтобы спасти. И мы открыли через даже 5 месяцев, по-моему, когда уже полностью миновала вот эта вот опасность. А когда закрываешь и открываешь канал, то все твои комментарии, где бы ты ни писала, они все исчезают. А поскольку внизу под роликом с нашего канала мы ставили, то есть закрепляли, да, текст ритуалов, он исчез. И у нас была гостиная «Ведьминой избы», большой канал, его тоже слили, уничтожили. И, собственно говоря, оттуда тоже одно время я наставила тексты под роликами, и тоже исчезло. Поэтому эти ритуалы остались, то есть все ритуалы есть, все тексты есть на нашем сайте. Открывайте, там есть форум и разделенный там ритуалы для денег и прочее. Можете просто набрать этот ритуал. Просто набрать. Ну, например, 4 менялы, «Ведьмина изба». Выходят все дочерние каналы, где есть этот ритуал, как видеоролик. И выходит текст на нашем сайте. Нажимаете, открываете, смотрите. Вообще, если зайдете в форум сайта «Ведьмина изба», официальный сайт, если зайдете в форум сайта, то там просто все разделено. Настолько удобно пользоваться, все разделено. Ритуалы для удачи, ритуалы денежные, ритуалы от суда, ритуалы для практиков. Есть альбомы, работ огромное количество. Одним словом, очень удобно пользоваться, поэтому все тексты сохранены там. Начнем. Здравствуйте, Инга, здравствуйте, Яна. И все те слушатели, которые меня сейчас в данный момент слушают. Меня зовут Ирина. Я подписана на канал «Ведьмина изба» с мая 2017 года. Я ежедневно смотрю эфиры Инги. Вот мой муж с пониманием относится к тому, что я делаю. Сказал, что очень уважает Ингу. Он также провел ритуал Ошун, одарит мужчин богатством. Это где-то вот, наверное, вот как Инга выложила этот ритуал. Я сразу его мужа ознакомила с этим ритуалом, и он прям с удовольствием его провел. Вот без работы не сидит ни дня, достаток увеличился. Вот нашу жизнь условно можно назвать, разделить как бы на жизнь до Инги и жизнь после знакомства с Ингой. Исчез страх, появилась уверенность, мы ощутили реальную помощь. Вот это просто бесценно. Вот сейчас я расскажу о результатах некоторых работ, вот как бы из последних работ. Я провожу вот все ритуалы, которые Инга дает нам, я вот провожу вот с мая 2017 года, я их постоянно делаю, но результат налицо. Вот смотрите, отлично сработал результат, чтобы золото подарили. Буквально на следующий день после проведения этого ритуала я заказала у знакомого ювелира золотое кольцо с бриллиантом. По очень выгодной для меня цене. И теперь я обладаю этим сокровищем. И деньги на это нашлись не в ущерб семье. Вы знаете, как-то волшебным образом. Вот правда, волшебно. Вот отлично срабатывают ритуалы на привлечение клиентов. Вот шаман Маюмба, вот этот ритуал. Вот на следующий день идут звонки от клиентов. Вначале я подумала про совпадение.
работы же постоянно приходят, но поняла, что этот факт работы этого заговора. Именно вот после заговора на следующий день идут звонки. Я проверила несколько раз. Все так и есть. Колесо фортуны, Драмабер, срочно деньги получить. Этот ритуал я провела, как бы вместе два ритуала. Все получилось. Где-то, наверное, недели 2 прошло. Пожалуйста, результат есть. Я радуюсь результату. Извиняюсь, что вмешиваюсь. Это к слову о том, что вот зачем нам нужны обращения, зачем нас должен кто-то учить, как сделать, если можно самим напрямую. Друзья мои, чтобы понять, вообще знать о том, что существует такая возможность обратиться к какой-либо силе, что вообще эта сила существует, чтобы кто-то ознакомил нас с этой силой. Для этого нужны именно знающие люди, которые могут сказать, а вы знаете, что есть силы, к которым можно обратиться, оказывается, и они услышат. Ведь без учителя, без человека, который знает эти силы и может правильно вас научить, как к этим силам обращаться, невозможно. Некоторые люди даже понятия не имеют, что есть какие-то силы, и к ним, оказывается, можно обращаться, и обращались в древние времена. Ну вот как вот можно самим догадаться, как надо делать? Это смешно, это глупо, правда. Кто-то должен вам объяснить, кто-то должен вам сказать, что есть данная сила и как надо к этой силе обращаться, чтобы получилось то, что вы хотите. Давайте далее. А вот спасительный заговор в кризисное время читала с самого начала, как нам его Инга подарила в прошлом году. И икру красную ели ложками, как в заговоре сказано. Я прям потом оглянулась назад, думаю, надо же. И простоя в работе не было. Вот кризис нас с мужем как бы не коснулся. Мы не почувствовали каких-то трудностей. Даже наоборот, материальный достаток увеличился в это время. Яблоко страсти, это вообще ритуал. Он начал работать в момент его написания. Я переписывала текст с прямого эфира Инги. И результат тут же. Я подробности, конечно же, пропущу, но сила этой работы была настолько очевидна, я до сих пор в шоке. Вот. Ритуал, мне все сходит с рук. Сила леопарда. Эти ритуалы мне очень помогают в настоящей реальности ходить по делам, по городу вот свободно и безбоязненно. Даже в торговый центр прошла мимо охраны. Спокойно, никто не остановил. Для роскошных волос ритуал сработал. Волосы стали заметно гуще и здоровее. Скинуть болезни на лягушку летом я делала. Отдать... Это имеется в виду, что в некоторых местах было ограничение долгое время в некоторых городах. Не всегда все это закончилось в один момент. Лягушки. Вот вместе эти ритуалы сделала одновременно. Не болею с лета. Надеюсь, и зимой не заболею. Хозяйка Медной горы одарит богатством. Я купила статуэтку хозяйки Медной горы. Она у меня любимица. После этого ритуала значительно увеличилась моя коллекция камней. Вот главное не лениться их делать. Вот. Я провожу вот все ритуалы, еще раз повторюсь, и все они срабатывают у меня. Вот описывать просто много времени займет, но результаты есть. Рассказала я вот только о нескольких. Но работают все ритуалы. Инга, спасибо вам огромное. И я неблагодарность за то, что она пишет нам тексты. Да, ей тоже очень спасибо, потому что очень многое зависит и от текстов, о том, как правильно это все формулировать, мысль. Да? Мысль дана, и кто-то должен правильно это все преподнести. Давайте дальше послушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яночка. Меня зовут Динара, мне 39 лет, я из города Омска. Хочу выразить огромную благодарность и низкий поклон вам, уважаемая Инга и Яна, за ваш труд. Я хочу поделиться слушателям канала «Ведьмина изба» своим опытом. Я на канале около 2,5 года. До знакомства с «Ведьминой избой» в жизни моей была полная разруха. Теперь я живу, а не существую, как раньше. Хочу поделиться ритуалами, которые я делаю постоянно. И пусть те могуйки, которые говорят, что Инга и ведьмина изба не помогают, я могу заверить с твердой уверенностью, что все ритуалы действуют еще как. Не верьте им, только
делайте и не ленитесь, самое главное. Я хочу сказать о тех ритуалах, которые я делаю постоянно. Ритуалы фортуне, сокровища фортуны, обращение к фортуне на быстрые деньги. Ритуал «Я фартовая», ритуал «Рок изобилия». Это то, что касается ритуала с фортуной. Постоянно, как выхожу из дома, часто читаю спасительные шепотки. «Приди помощь из ниоткуда», просто бомбический шепоток. Шепоток Авракалам, потом шепоток монгольский к обращению к богу Умаю, тоже очень сильно. На удачу шепоток шаманов, слово кремень. Очень часто делаю шепоток обращения к звезде судьбы. Просто читаю в открытое в окно. Таких ритуалов очень много. Очень люблю ритуалы на красоту и молодость зеркалом. Потом различные шепотки на воду. Для здоровья шепоток от усталости, очистка водой. Когда моюсь, вода моя водится. Ритуал на алоэ от облысения, ритуал на касторовое масло для роста ресниц. Шепоток бабка Соломонидушка, это просто невероятно для роста ресниц. Их очень много перечислять. Самое главное, хочу сказать и рассказать людям, что, уважаемая Инга и Яночка, спасибо вам за все, за ваш труд, за ваше понимание к нам. А сейчас хочу рассказать вам о самом главном, что произошло в 2021 году. Мне поставили диагноз рак молочной железы. Сделали мне операцию в сентябре этого года. Предстоит еще вторая операция через полгода. И будет у меня лучевая терапия, лечение. Но я не отчаиваюсь и не плачу. Хочу сказать, что перед тем, как ехать в больницу постоянно, я всегда читала шепотки «Приди помощь из ниоткуда». И помощь пришла действительно. Меня прооперировал самый лучший и знаменитый врач-онколог, мамолог нашего города. Я его не искала, он сам пришел на мой консилиум и сказал, что сам лично будет меня оперировать. А самое главное, по квоте, то есть бесплатно. Другие люди месяцами не могли к нему записаться и не могут попасть. А тут невероятное чудо. Он сам был на моем консилиуме и сам мне все предложил и бесплатно, и сам меня прооперировал. Теперь я прооперирована, и через 6 месяцев у меня будет вторая операция, и он будет сам лично мне делать ее вторую операцию. Люди, разве это не чудо? Конечно же, чудо. Люди, делайте и просите, и будете услышаны. Вас хочу поблагодарить, уважаемая Инга и Яночка. Низкий вам поклон. Всего вам хорошего. Самое главное, здоровья и терпения. Пусть вас боги благословят. Спасибо вам огромное. Большое спасибо. Все у вас будет хорошо, Динара. Все у вас будет хорошо, все пройдет, и вы будете долго жить и радоваться жизни. Если боги открыли дорогу человеку, если дали такого замечательного доктора, который сам взялся это сделать, и врачи тоже немножко черствые люди, потому что тоже устают, для них тоже это должно быть как работа, они не имеют права принимать близко к сердцу. И редко, когда доктор сам берется и говорит, я сделаю, я помогу, еще и на бесплатной основе. Это значит, силы вас услышали. А если его привели к вам силы, они плохого не приведут. Вам здоровья и долгих лет жизни. Все будет хорошо. Давайте дальше послушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яна. Я хочу поделиться с вами результатами, которые произошли со мной в течение этого года. На вашем канале я только год, но результаты просто колоссальные были. Конец прошлого года для меня был нелегким. Наш бизнес-партнер рухнул просто в один день. И когда я узнала о вашем канале, я стала проводить очень много ритуалов на удачу.
Вы знаете, у меня даже статуи фортуны не было. Просто была поначалу распечатана фотография. Я проводила ритуалы с этой фотографией. Сделала ритуал «Дай нужная фортуна», убрать денежный застой, на счастливый пятак. Делала также «Открыть денежный поток». И даже не представляете, какие результаты это мне дало. Дело в том, что у нас есть должник, который не возвращал долг нам более 2 лет. И представляете, он нам вернул этот долг. Я просто в шоке была. А еще банк мне лично вернул деньги мои, которые я думала, что вообще пропали, потому что банк обанкротился. У меня столько счастья было, что вам не передать. Также я проводила «Открыть путь», чтобы наша работа, то есть наш бизнес дальше процветал, дальше шел. Вот. И знаете, сейчас вот потихоньку поднимаемся, снова пошел бизнес, начали появляться идеи, как заработать деньги и где. Вот. Ну, пока что, конечно, малые шаги, но мы не останавливаемся. У меня полностью поменялось мировоззрение. Я стала более спокойнее, увереннее в себе. Это все благодаря вам, уважаемая Инга. Вы мне очень часто снились. Я знаю, что когда снится, то это всегда только к хорошему. Огромная вам благодарность и низкий поклон. И хочу сказать всем: верьте, делайте, и вас услышат. Удачи всем. Вот, замечательно. Пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все слушатели. Я хотела поделиться своим результатом о ритуале посвящения в язычество. Угу. Я уже, как только вышла книга, сразу и купила, сделала его и продолжаю делать. И могу сказать, что все другие ритуалы, которые наша уважаемая Инга нам дает, я стала лучше понимать. И у меня появился какой-то духовный голод, что ли, мне хочется все делать и делать. Если раньше я себя заставляла, ритуал надо делать, то сейчас я скорее хочу дождаться, чтобы сделать один, другой. То есть вообще чуть ли не до ну, грубо говоря, до изнеможения. Все это делаю, но, естественно, в адекватных пределах. И даже стали получаться денежные ритуалы, что до этого очень тяжело шло. Вот последний был Драмабер. И я написала сумму и думаю, зачем я написала такую большую сумму? Как я смогу ее получить? Вот я зачем это сделала. И буквально через 1,5 недели эта сумма ко мне пришла. Мне подарили дорогое украшение и дополнительный заказ еще получили. Вот. То есть все стало получаться, и я очень люблю этот ритуал посвящения в язычество. Это просто, это, наверное, сейчас это мой любимый ритуал. Спасибо вам большое, я буду продолжать его делать, и у меня как будто только сейчас какое-то понимание стало приходить по поводу, как что делать, что вообще за слова я говорю и прочее. Спасибо вам огромное, уважаемая Инга, за этот ритуал. Здравствуйте, уважаемая... Извиняюсь. Я вам хочу сказать. Посвящение в язычество, оно сначала раскрещивание, потом посвящение в язычество. Когда нас отрывают от рода и передают непонятному другому роду, причем 2 родам, потому как крестный и крестная 2 родам разделяют нашу энергию, чужим. Отсюда и пропало и родство, и ощущение общинности, и чувство родины, и чувство принадлежности к роду, понимаете? Вот отсюда, с этого времени все пропало. Якобы, делая вид, что это наоборот, сближает людей, вера в одного Бога, а на самом деле пропало все. Все, что тысячелетиями наши предки нам говорили, оставляли, передавали, это общность, это кровные узы, это родство родов и прочее. Так вот, когда нам закрывают
связь с предками, с мирозданием, с духами. Когда нам говорят о том, что все духи – это все бесовщины, домовые, дворовые, все прочее, те силы, которые отправлены богами для защиты человека, чур меня выгоняют всякими процедурами, всякими опрыскиваниями святой воды, всякими батюшками. То есть нас оголяют, нас оставляют абсолютно беззащитными, выгоняют из нашей судьбы, из нашей жизни всех духов, все силы, выгоняют наш род. И нас оставляют вообще абсолютно вот беззащитные вот перед лицом ужасающего врага, который не наш Бог, которому плевать на наши страдания, и он начинает нас сжирать, просто забирать нашу энергию. Во-первых, раскрещивание – это скинуть с себя это бремя. И возвращение в язычество – это присоединиться обратно, вот видеть то, что видели наши предки, чувствовать, особенно остро чувствовать, предчувствовать. Просыпаются наши все природные инстинкты, первозданные. Мы становимся совершенно другими людьми. Вот знаете как? Всегда считалось, что самые сильные ведьмы – это ведьмы, которые не крещенные. Значит, у них не закрыли вот этот третий глаз. У индуистских богов не просто так изображают третий глаз. У многих, то есть во многих христианских этих ритуалах, если вы видели, да, крещение, причастие и прочее, всегда что-то мажут там, где третий глаз, где переносится. Вот что-то. Да и когда делают жертвоприношение, кровью мажут вот это вот переносицу у закавказских народов. Постоянно закрывают. По сути, в древние времена так активизировали, а здесь закрывают его. Так легче управлять человеком. Он управляем. Его можно запугивать. Вот как, например, вот эти аферюги вот сейчас вот собранные в одну кучу. Что они применяют? Запугивание. Все плохо. Просить богатства нельзя, очень плохо, наказуемо. Боги очень страшные, опасные, будете обращаться, будет плохо. Духи очень опасные, русалки опасные, домовые все опасные, все плохо. То есть та же самая фишка. Напугать. Потому что напуганным человеком легче управлять, легче ему внушить все, что ты хочешь. Понимаете? Здесь доктрина такая: уважай мир духов, проси у них все, что хочешь, и они будут помогать. Там доктрина запугивания. Все плохо, все страшное, никому не обращайся, никому никуда не вздумай что-то захотеть жить лучше. Это все плохо. Вот та же самая доктрина. Вот эти вот создания, с позволения сказать, можно их смело назвать посланниками того же Яхве. Вот они действуют по тому же методу. Страшно, плохо, наказуемо, ничего не проси, ничего не хоти, не развивайся дальше, не пытайся узнать законы мироздания Вселенной, просто будь овцой. Верь всему, что тебе скажут. А если захочешь лучше жить, знай, что за это будет потом плохо. Да, сейчас получится, все получишь, но потом-то будет очень плохо. А за что вопрос? Что я такого делаю? Я ж не отбираю, не убиваю кого-то и забираю имущество. Я работаю и создаю. Не, все равно плохо. Все равно не проси ничего. Логики нет, но есть цель запугать. Подавление воли. Вот это никогда не позволяйте. Потому что ведьмы, они всегда учили, как жить хорошо в мире, в гармонии с природой, с мирозданием, что они не страшные. Вот помните, да, если вот кто-нибудь был у деревенских бабушек, они же всегда говорят: не бойтесь мертвых, они не страшные. Они были наши родственники, родные. Это сейчас они просто ушедшие, усопшие души. Просто не тревожьте их. Или не бойтесь духов леса. Просто там, если заблудитесь, что-нибудь оставьте, попросите, и они вам помогут. Всегда ведьмы, наоборот, учили их не бояться. Просто чтить, уважать, почитать, но не бояться. Всегда. Никогда ведьма не говорила: бойтесь всех духов, в лес идете, бойтесь их. В домах их очень бойтесь, они очень страшные, опасные. Нет,
Она, наоборот, всегда пыталась быть мостом между людьми и духами. Просто объясняла им, что бояться не следует. Я боялась мертвых. И моя, двоюродная бабушка, когда умерла, я пошла туда, и там была такая старая женщина. Она, когда занималась ведовством в свое время, то есть она была ведьмой, лечила, там, заговаривала из какого-то села. Мы знали, что она этим занимается. Она уже старенькая такая, очень приятная женщина, маленькая бабушка. Я когда зашла с бабушкой, там, с матерью, вот они там обнялись, в общем, выразили свою скорбь, сочувствие родственникам. И я стояла в стороне, и она мне говорит: а чего ты там стоишь? Ты что, боишься, что ли? Я говорю: я боюсь. Иди сюда. Она взяла меня за руку, не спрашивая ничего, подвела к этой бабушке нашей. Ну, я ее знала при жизни. И вот так вот положила руку на нее и говорит: смотри, она же безобидная, лежит, она же наша бабушка была. Чего ты боишься? Не надо бояться мертвых. Они ничего плохого не сделают. И вот с этой минуты, вот у меня вот этот боязнь мертвых, там, знаете, похорон, это все исчезло. То есть, вот смотрите, по сути, миссия ведьмы на земле не запугивать, давить, напугать до смерти. Так делают аферисты. Они пугают человека. Умрешь, точно, все закончено, вот чуть-чуть осталось. Надо быстрее спешить, денежки, все надо это очистить, иначе все умрете дома, все там погибнете. Вот миссия напугать, чтобы ты не могла сообразить. Знаете, как вот удав над кроликом, ты жалась, а что делать? Срочно, срочно неси там золото, все, что у тебя есть, сейчас надо очищать. И так делают аферисты. А настоящий мастер, он даже если видит что-то страшное у человека, он всегда говорит таким образом, что да, это есть. Но если ты пришла ко мне, значит, это можно исправить. И это правда. Если вас привели к ведьме, если бы не хотели вам помочь, все дороги бы закрыли. Вы бы не смогли дойти, и так бы и остались, и потом и погибли. Но если вас привели, она обязана говорить правду, она скажет правду, но она объяснит, что это не приговор. Привели тебя ко мне, значит, можно это исправить. А вот эти товарищи... То есть, понимаете, вот в чем состоит самое главное, как бы сказать, главная причина нахождения ведьмы на этой земле. Не подавить, запугать волю человека, а наоборот, научить правильно взаимодействовать с этими духами природы. Потому что от них никуда не денешься, они все равно есть. Сидеть, пугаться их, трястись ни к чему хорошему не приведет. Враждовать с ними тем более, не уважать еще хуже. Взять там, очищать помещение, не знаю, начитывать, прыскать этой водой, еще хуже разозлить их. Наоборот, научить, что с каждой силой можно найти общий язык. Вот домовой, пожалуйста, угощай домового, сахара ставь, конфеты. А он тебе, наоборот, будет охранять дом, будет смотреть за твоими кошками, собаками, они не будут болеть. Понимаете? Вот о чем. Дворовому тоже приносили подношения, оставляли, зато коровы не болели, зато у всех там могли волки утащить там ягненка, а у этого человека все было замечательно, хорошо. Гусы, куры, утки, никто не болел, ничего, все вырастали, живность эта вся, и человек этим жил. Понимаете? То есть имею в виду, что цель ведьмы не пугать вас, чтобы вы прямо вот такие вот в оцепенении, что это так страшно, ужасно. Ой, как страшно хотеть что-нибудь хорошее в жизни. Все, вообще конец жизни. Все, если я захотела, что-нибудь получила, все, я умру, значит. Цель ведьмы – это объяснить человеку, что на самом деле со всеми этими духами можно взаимодействовать. Они были даны человеку в помощь. Не надо их чураться, не надо их выгонять. Вы ночью слышите шаги. Не надо в ужасе кричать. Это может быть ваш домовой, который обходит свои владения. Зато у вас кошки толстые, холеные, зато у вас собаки не болеют, зато у вас дома ничего не разбивается, ничего не пригорает. А если вы забыли кофе, оставили там на плите и забыли вообще, задумались, там, может быть, голосом мужа кто-нибудь крикнет, когда его дома нет. Вы побежали, а там горит. Выключили, залили водой и думаете, а как же, какой голос? Его же дома не было. Так меня предупредили. А почему?
Потому что вы уважаете эту силу, вы не обижаете, а эта сила вас охраняет. Вот раскрещивание, соединение с язычеством. То же самое. Свободным стать. Почему говорили свободный язычник, да, и подчиненный рабский невольник? Это разные вещи. Вот вы становитесь свободными язычниками, свободными, и ваш закон – это совесть. А совесть – это голос богов в человеке. Он есть. Если его давить, душить каждый раз, конечно же, он перестанет вам подсказывать. Но если вы руководствуетесь совестью, все, это самый правильный путеводитель. А он есть даже у самого последнего подонка. Он есть. Просто не каждый его слушает. Знаете такое выражение? У меня совесть чиста, я ею ни разу не пользовался. Вот, чтобы не так вышло. Давайте далее послушаем. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хотела бы поделиться результатами, которые достигла в своей жизни благодаря ритуалам уважаемой Инги. Я на канале с середины 2019 года. Главное достижение на сегодняшний день – это то, что мне удалось продать имущество 1939 года, официально находящееся под снос. Это имущество дома, участок земли, который мне остался после развода с мужем. Дело в том, что я не помню, после какого именно ритуала произошла продажа. Ритуалов я проводила очень-очень много. Как учила Инга, я начала с чисток. Конечно же, это соляной столб, Параскева пятница, Христофоровна Правоторовна, смыть бедность, изгнать бедность, сжечь нищету, скинуть бедность. Очень много проводила денежных ритуалов. Некоторые идиоты говорят о том, ой, записано, читают. Вы никогда не задумывались, что в отличие от меня, они не работали годами с публикой перед камерой. И эти люди записывают, что они хотят сказать или какие ритуалы они провели, чтобы не пропустить и не забыть. Понимаете? Потому что если вас тоже попросят что-либо говорить, а вы очень мало снимали, и, можно сказать, никогда не снимали специально, или голосовой не отправляли подробно, вы тоже будете записывать, чтобы не забыть. Я иногда записываю, когда я лекцию веду, иногда гляжу туда так ненароком, чтобы не забыть, что я хотела сказать, чтобы все сказать, все, что я хотела. У меня же в голове вот. Но иногда бывает, что импровизирую, иногда бывает, что сходу, естественно, в прямых эфирах я так и отвечаю, у меня там нет подготовки. Но в любом случае, это много лет я шла к этому, и за много лет я сначала научилась, как правильно сформулировать, да, свои мысли. Потом я научилась, как правильно передавать. Потом я научилась, как разговаривать с публикой, общаться с публикой. Вот этот комплекс пропал. Это очень долго. А здесь человека попросили, а он никогда никуда ничего не записывал. Естественно, что он себе сделал заметки. Но дуракам это не объяснишь. Да, они прекрасно знают, просто им хочется что-нибудь тявкнуть. К балтийским богиням, удача кочевника, римский ритуал. Каждый день я проводила заговор в кризисное время. А также Хачмирюкис Чорсаикан. Не знаю почему, но мне он пришелся очень сильно по душе. Спасительный заговор Авдотьи. Проводила ритуал получить 100 тысяч от фортуны. Провела, и где-то через неделю я получила эти деньги с предыдущего места работы, на котором мне совершенно не собирались эти деньги отдавать. Очень непорядочно поступил руководитель организации. Но вот именно после проведения получить 100 тысяч от фортуны неожиданно мне позвонили и сказали, чтобы я подошла, мне выдали эти деньги. Далее, когда я работала, сейчас я не работаю. Когда я работала, главный бухгалтер очень хотела, чтобы я ушла. Вот. И всячески меня травила. Я проводила ритуал отравли на работе, который начинался словами «Стражник мой, меня защитной стеной укрой». Это я делала каждый день, только после этого я шла на работу. После месяца проведения этого ритуала главный бухгалтер, которая меня просто ненавидела, в общем-то, сама ушла с этого места работы, ее уволили. Это произошло у меня на глазах.
Далее, каждый день я проводила заговор, чтобы всегда водились деньги, со словами «На севере Рухан и Нарон, на юге Адыкал Артей и Стын, на востоке Так и Атан». Ритуал «Денежный источник». Тоже у меня в кошельке лежит, как учила Инга. Вачари Закаре на быстрые деньги проводила. Далее, после того, как мы купили дом, моя мама, которая туда въехала, сказала, что вдруг после того, как пришла к ней соседка, которая непонятно по каким причинам решила вдруг оставить пустое ведро, у нас в новом доме, в котором ничего не нужно было ремонтировать, начались всяческие поломки. Я вам скажу, это перекид. Перекид своих проблем. Надо идти к новоселам, потому что у них еще ничего нету, то есть они только въезжают, у них вот эта чистая энергия дома, пока еще не тронутая, и оставить что-нибудь, например, принеси там пирожки, но тут же съесть вместе с ними и забыть якобы пустой сосуд, что-нибудь пустое, чтобы вам пусто было, а мне полно было, и уйти. Вот что она сказала и ушла. Поэтому у вас все начало сыпаться. Когда такое видите, не стесняйтесь. Прям берете это ведро и швыряете следом и говорите: здесь дураков нету, мы знаем, что ты начитала, забери себе обратно. И вы знаете, пускай говорит там: ой, вы ненормальные, да я даже не думала. Плевать. Иногда наша воспитанность, знаете, мы становимся жертвами нашего воспитания. Мы понимаем, что в наглую человек это делает с нами, просто крадет нашу удачу перед нашими глазами, но нам неудобно как-то сказать, что подумает человек, ну мало ли, может, нет. Прям, или так и говорите: а что такое? Ты что, не знаешь, что пустое ведро это нехорошо? Почему? Какого черта ты это оставила? Забирай свое ведро и пошла отсюда. Сразу пресекайте. Не стесняйтесь наглых людей. Они-то не стесняются откровенно забирать вашу удачу прямо перед вашими глазами. Так. За неделю поломок набралось на 50 тысяч рублей. Я заставила маму сделать, знаете, такой ритуал. Глаз выколю с булавочкой. Вот, он тоже очень хорошо сработал. Угу. Также каждый день из денежных заговоров я делала, знаете, под высокой горой течет священная река. Это денежный заговор прабабушки. Угу. 12 духов-целителей тоже делала. Очень хороший ритуал. Далее хочу сказать, что в моей жизни как будто бы все остановилось. Я ушла с предыдущего места работы, начала искать